Здорово, педерасты. Ну, сегодня такой будет монолог. Может, иногда буду подкашливать. Где-то там чуть-чуть простыл. Что-то от кашля как-то не могу избавиться. Но это такое. Вдруг, на всякий случай, чтобы были в курсе. Что я обычный человек, которому свойственно все остальное. Я, знаете, что не могу понять? Вы или тупые, или прикалываетесь. Вот это мне ваше вот это вот, больше мне делать нечего, как сидеть, удалять этот, как его, комменты. От того, что вы их напишете, что изменится-то, блин? Или вы думаете, что вот это там я что-то опубликовал и рассчитываю на то, что у вас в голове что-то там проснется и переключится? Нет. А вот вы, обвиняя меня в удалении каких-то комментов, вы в то же время твердите, что знаете, как работает YouTube. Ну, похоже, не знаете. У меня все фильтры выключены. Так, понятно? Или вам скриншот сделать, показать в этом в записях в сообществе выставить? Или что, блин? YouTube сам решает, что пропустить, а что нет. Ну, например, там какая-то международная, не международная, межнациональная рознь. Там, я не знаю, там что-то написали такое. Он же не пропустит. Чтобы не было этого, вот того, что он считает. Все же просто. А помимо того, что он применяет какой-то фильтр, так там есть еще, когда вы это все просмотрите, переключитесь на нее, там есть еще один фильтр, который называется скрытые комментарии. И вот когда их вообще не видно, и пока я не нажму кнопку, не посмотреть, что же он там туда отправил, я их вообще не вижу. Поэтому вот это сидеть там, выискивать, вот этот комментарий мне нужен, вот этот не нужен, вы че, блин? Я офигею с вас, блин. Нет столько времени сидеть там. Я как-то в начале, в декабре месяце, попробовал. Открыл вечером как-то комменты. Открыл вот эти, которые не прошли. Да, там есть ИСМА, там и такое всякое это. А есть, непонятно, почему он не пропустил. Есть такие комментарии, которые он не пропустил, вообще безобидные, с моей колокольни. Что там было и как он определил, что этот коммент там, или что этот коммент там не должен быть, я не знаю. Ну вот он определил. Так я вот потратил больше 2 часов, а там выскакивают все комменты, на которые я не ответил. Не к одному ролику, а ко всем, где они не отмечены. И я где-то больше 2 часов сидел, а потом думал, да нахрен мне надо. Ну это просто нереально. На все комментарии отвечать нереально. Там, вот когда... А, еще следующий момент. Некоторые комменты, они не приходят в уведомления. Я не знаю почему. Там где-то я, ну это я не читал, это мне сказали, что первых 3 комментария, или может 3 ролика, приходит уведомление. Но не буду врать. По-моему, говорили, если, например, кто-то опубликует 5 видео, на кого я подписан сразу, там, в течение 10 минут или там часа, то мне уведомления придут только на первые 3 видео. Возможно, я перепутал с сообщениями, не буду врать, не помню, не знаю. Поэтому некоторые сообщения мне не приходят уведомления. Я не знаю, я только бывает иногда, когда открою, увижу, что без ответа. Или отвечу, или не отвечу. Но в основном отвечаю, но не на все. Там пару первых каких-то комментов отвечу, дальше даже не смотрю. Вот. То есть, утверждать, что вы знаете, как работает YouTube, ну, извините, это так, ну, как по минимуму глупо, потому что вы не знаете, как он работает, его алгоритмы, и как он что определяет. Ну, просто не знаете. Вот там головой об стенку бейтесь. Вот. И утверждать это тоже неверно, потому что вы не знаете, как работает YouTube, кроме самих программистов, которые, или там модераторов, администраторов, которые отвечают за него. Вот так вот. Это первое. Второе. Сильно много там пишут оскорбленных, как будто я там кого-то оскорбил. А кого я оскорбил и чем?
Если вы имеете в виду федераст, ну так это жители Российской Федерации, да? Есть страна Россия, а есть государство Российская Федерация. Ну вот. Все просто. Вы же являетесь жителями этой федерации российской. Ну вот вы федерасты. Ну, хотите российские. Но я бы не писал российские, я бы писал рашистские федерасты. Вот это вот я себе возьму на заметку, и теперь я вам буду говорить не федерасты, а рашистские федерасты. Во. А там можете оскорбляться хоть на голову встать. Мне как-то не холодно, не жарко от этого. Это ваше название, кем вы являетесь. Вот. Написал мне там один сегодня Лютый, что ли, или Леопард. Лютый, по-моему. Что-то такое. Возмутился там, блин. Пряник он там кому-то дал в поезде, помог. Кому-то, каким-то беженцам. Федерасты, рашистские федерасты. Вы, похоже, не понимаете, как работает причинно-следственная связь? Нахера кому-то ваша помощь? Засуньте ее себе оттуда, откуда вы вылезли. И там себе помогайте. Вот это, постройте вокруг себя забор 5-километровый вверх. И помогайте себе там друг другу. Никто вашей помощи не просит. А если кто из потустороннего мира будет приближаться, или из внешнего мира, как назвать правильно, или всех тех, кто находится за забором, будет к вам приближаться, расстреливайте. Не пускайте к себе никого вообще. И стройте там свой узкий мир красивого будущего. С вашей бункерной молью и так далее. Которая вчера наговорила, блин, на 436 триллионов при бюджете в 36 триллионов. И даже за 6 лет это не получается, блин. Фантазер, блин. А вы клоуны, которые ему верите. Да у вас уже клинический случай там. Возмутился он, блин. Смотри, что он помощь оказал. Сначала расхерачили все, блин. А потом пришли помогать. Нахер вы кому нужны с вашей помощью? Помощники, мля. Заметьте, я сказал мля. Что у вас там с вашим сознанием? Это вообще, блин. Что у вас там перевернулось, блин? Что вы такую ересь несете, блин? Помог, блин. Я там, ну вот, я с этим Лютым есть там в комментариях, вот, после вот этого, под этим роликом, чей флаг федерасты. Вот, мы там так немножко побеседовали, я ему задал вопрос. А, он мне там что-то про самолеты, я говорю, там вот сбило что-то, сколько-то самолетов, там 13 за неделю или за 13 дней, что-то такое. Он мне там начал рассказывать, как ПВО работает, как что-то такое туда-сюда. Вот, короче, это туфта, все. Я говорю, ну, конечно. Я говорю, ты же веришь, что в Украине фашисты и нацисты? Он мне отвечает, он говорит, вот я верю в это, что самолеты сбили. Он мне там начал что-то это, как его... ваши СМИ туда-сюда говорят, так и ваши СМИ говорят. А предоставь доказательства, что самолеты сбили, ну, или идиот, или прикалываются. Ну вот тебе А-50 мало сбили, вот показали, ваши же показали. А которые самолеты, это что, все стоят и ждут, когда их собьют? Или как? Если вы боитесь уже залетать в территорию Украины, все, блин, до свидания. Вас долбят на вашей же территории. Так откуда видео взяться? Или доказательств? Ну вот на слово я верю. Ты можешь не верить, блин. Ты же веришь, что там фашисты? Все. А дальше было еще интересно. Я ему задал вопрос. Объясни мне следующее. Вот когда Гитлер напал на СССР, он своим гражданам что сказал? Что там коричневая чума, или красная, или коммунистическая чума, которую нужно уничтожить, которая хочет напасть на нас, на немцев, и нас уничтожить. Правильно? Он, ну, наверное, он им так сказал. То есть мне нужен аргумент, как он им объяснил своим гражданам нападение.
И второе, те граждане той страны, на которую он напал, если взять со стороны этих граждан, они себя такими считали или нет? То есть считал ли граждане СССР, что вот они такие, что они хотят напасть, что они чума какая-то там коричневая, то ли красная, то ли зеленая. По сути, они такими являлись или нет? Я говорю, а теперь, говорю, задай себе вопрос, узкоголовый. То, что сказал Путин, это правда? Если провести аналогию с Гитлером. Ну вот тебе и ответ. Но пока не пишет. Может, не читал, может, не видел. Не факт. Я же не хочу его обвинить, что он не ответил, там слился. Нет, ну это YouTube. Вот ему тоже не пришло сообщение или уведомление. Ну и все. Тема закрылась. Поэтому я без претензий. Нет ответа, нет ответа. Ну, я не хочу судить субъективно. Могут быть и объективные причины, почему не ответил. Это просто не прочитал, не увидел это. Ну вот так. Следующий момент. Когда мне говорят, что ты не воюешь, что ты не в окопах, что ты там не это, ты сюда, что ты в это. Сбежал, говорит, сбежал. Я задаю, мог бы задать 3 вопроса, но я задаю всегда 2. Я не жду на эти 2 вопроса ответ. Я понимаю, нельзя ответить на эти вопросы. Но я их задаю для того, чтобы рашистские федерасты задумались. Я сейчас озвучу эти вопросы. И вот когда они задумаются, может дойдет. Но были такие... то есть на эти вопросы никто не отвечал. Вот. И это... То есть их игнорировали полностью. Некоторые вообще уже все пропали. Там, понятно. А некоторые уже, проигнорировав их, отвечали дальше и вели диалог туда-сюда. То есть до них, дураков, не доходит, что если бы я убежал, в то время как были закрыты границы, и сейчас вел такой, открытый, или публичный, скажем так, образ жизни, публичный на просторах Ютуба, не там в какой-то политике и что. Разве я мог бы себе позволить это? Раз. Второе. То есть границы были закрыты, я убежал, да? Второе. Идиотам не хватает мозгов открыть канал, открыть видео и нажать кнопку «Старые». И увидеть, когда было опубликовано первое видео на канале и где. Вот. То есть один вопрос мы уже исключили. Вернее, они не исключили, уже бы его не задавали. Второе. Я всегда спрашиваю, какая у меня национальность и гражданин какой я страны. Это после того, как они спрашивают, что ты не в окопах, не на передовой, ты патриот, убежал и так далее. И после этого вообще никто на это не отвечает. Именно не ведет в этом направлении диалог. Бывает, что отвечают, но на эту тему уже не касается. Так вот, я этот вопрос задаю не потому, что хочу, чтобы они на него ответили. Я его задаю, чтобы они задумались, когда задают свои вопросы. Возможно, некоторым доходит, возможно, некоторым нет. Почему они решили, что я гражданин определенной страны с такой национальностью этой страны, и что я убежал? Пипец. Вот у меня ощущение, что вот этот вот уровень интеллекта тех, которые пишут комменты, детский сад. Детский сад. Хотя попадаются экземпляры, с которыми интересно, которые вежливые, которые все, и какой-то диалог
ведется. По-моему, вот Виктор там какой-то, или Роман. Что-то не помню. Долго мы с ним переписывались. И вот с этим Лютым. По-моему, Лютый, блин. Ну, вроде как кажется, что Лютый, не помню. Вот. Тоже так. Вот, немножко конструктивно, немножко там ерничает, немножко что-то это, но довольно-таки аргументированно там ведутся все. Я ж не говорю, что я специалист там в РСЗО или в РЛС или ПВО. Мне эти детали не нужны. У меня нет повода не верить этой стране, которая защищается. Ну все. А если и даже они привирают, то я с моральной точки зрения, я это оправдываю мотивацией. Чтобы не пропала она у них. Чтобы они боролись до конца и дальше. А мы будем помогать всеми возможными способами. Продуктами, деньгами, ресурсами. Ну, кто чем может и как может. У них-то мотивация и так понятно. Они защищаются. Они защищают свое. Какая мотивация у российских федерастов? Ведь посмотрите. Первое время было самых слабых социальных регионов. Посылали. Это первое. А второе. Не посылали с центральных, потому что какие-то родственные связи все-таки присутствуют. И не хотели уж так прям сразу, наверное. А потом, когда уже выбрали всех социальных слабых, так тогда уже, блин, начали брать уже везде, да? То есть народ в нищете, помахали копеечкой и побежали. Да какая мотивация из патриотических чувств там защищать свою страну? Я не могу понять, как можно защищать свою страну на территории чужого государства. Ну как? Следующий нюанс, который, как оказалось, вас, российских федерастов, поимели. Ваша бункерная моль сказала, что не будут срочники, да, там участвовать. Сколько их там на кораблике погибло? Без вести пропало. Сказала, что нет необходимости делать мобилизацию резервистов, привлекать все, будут делаться профессионалами, контрактниками и так далее. Что он сделал? Призвал. Ну а зэки это ж вообще, да? То есть в путинской России сесть в тюрьму нереально. Сделал преступление, не сделал, совершил преступление, в следственном изоляторе подписываешь контракт, идешь на полгода, возвращаешься героем. Ну, смотрите, сколько дел сейчас возбуждено. Там убил, там изнасиловал. Ну вот сейчас 28 числа февраля этих вынесли приговор, вот не помню, ли приговор. Блин, что же они там что 28 февраля двух детей изнасиловал, 10 и 12 лет. Герой вернулся. Их в школы зовут, рассказывать, что они там творят. Ну и что, сейчас его закроют, он напишет заявление на контракт и пойдет служить. Убивать граждан в другую страну, защищая свою. Ну вот такие у вас герои. Так это же не единичный случай, там вот пипец. А в Карелии что, как эти вырезали, блин, целую семью. В 23-м году. И что, блин, что вы молчите? Патриоты. То есть такой был план, да? Чтобы ваши герои возвращались. Так это же еще прикол. Изначально, когда у них был контракт на полгода, полная реабилитация и все. А мобилизованных нету. То есть он по умолчанию уже не возвращается. При мобилизации он там будет до конца. То ли жизни, то ли войны. Прикиньте, да, как поставлено. Не пошел. То есть, получается, у вас у зэков больше прав, у тюремной России больше прав, чем у гражданского населения. Да, понятно, сейчас они эту ошибку учли, а они сейчас сделали контракт на год,
с автоматическим продлеванием и не полное снятие этих, как его, этих судимостей, а условно-досрочное. То есть что-то натворил, сразу идешь автоматом. Без суда, без следствия, все сразу. Ну вот такая ваша рашистская страна. А вы еще удивляетесь и оскорбляетесь, что вас так, как он сказал, ты этот провоцируешь ненависть, тебя будут ненавидеть, ты разжигаешь ненависть туда-сюда, что-то такое это. Я говорю, охренеть. То есть меня федерасты будут ненавидеть за то, что я сказал, что он федераст. А может, украинцы вас будут ненавидеть за то, что вы расхерачили их дома, они стали беженцами, потеряли кормильцев, стали сиротами, инвалидами. То есть это не оскорбительно, да? А вас это оскорбляет. Так опять же, возвращаемся к причинно-следственной связи. Идиоты, ну начните с себя, какого хера вы туда полезли? Задаю вопрос. Ура, Авдеевка ваша. Что изменилось в твоей жизни до того, как она была украинской? И что изменилось после того, как вы ее разбомбили? Что в твоей жизни стало лучше? Что стало хуже? А ну вот поделись. Тебе что, зарплату повысили? Инфляция упала? Медицинское образование, обслуживание стало как в этом, как в Швейцарии? Или что, блин? Вы научились автомобили делать? Или мост через Лену достроили? А может, Видимский мост отремонтировали? Так что вам упором.